Это четвертый выпуск трипологии звука. Сегодня неимоверно интересная тема. Сегодня дело будет касаться бейслайн, обработка баса. Сегодня мы будем создавать просто жирнючий, жирный бас, перегруженный такой. Сегодня я, пройдусь по жести, потому что предыдущие выпуски какие-то такие очень легенькие получились. У меня куча тут сейчас всего подключено, поэтому если какие-то, может быть, немножко проблемы со звуком микрофона, то я сейчас ничего просто сделать не могу. У меня тут все каналы, которые у меня были, по крайней мере, сейчас заняты. Объясню почему. Сегодня для обработки баса я буду использовать одно необычное устройство. Вы уже догадались, если в кадре есть что-то, то оно будет работать. И сегодняшнее устройство это СК-100. Привет из СССР, как всегда, у меня какие-то самые необычные устройства. Этот пульт управления ядерными боеголовками с виду на самом деле приобрел я недавно себе как в подарок, можно сказать. В инструкции написано, что это мультиэффект процессор. Вот. По сути собой это была приставка к усилителю, которая микшировала 4 канала, здесь есть 4 входа, то есть можно было 2 микрофона подключить, гитару и, по названию орган, скорее всего, электромузыкальное устройство, назовем так, да. И плюс к этому всему в этом устройстве есть набор эффектов, это вибрато, это фуз, это шмиттер, если вы не знаете, что такое шмиттер, это почитайте, очень интересно. Чтобы сильно не искали, это аналог эксайтера. Здесь есть ревербератор. Так написано, что ревербератор. На самом деле это делай. Вот. Этих устройств версий было две. Одна аналоговая, с аналоговым делаем, а вторая с цифровым. Аналоговый, что я имею в виду, в смысле ленточный. То есть, если тут сверху посмотреть, тут до сих пор остался отсек. Видимо, корпус не переделывали, просто панель заменили. И там была лента, то есть True аналог был полный, но у меня цифровая версия, к сожалению, мне не досталась аналоговой. Чем интересно это устройство именно для меня? Во-первых, оно издает какие-то невероятные звуки. То есть оно имеет свойство заводиться, перегружать, красиво перегружать. И это сегодня я буду использовать. И это все просто огромный набор художественной обработки. В чем особенность? Этот прибор сейчас подключен у меня к секвенсору, сейчас Fruity Loops в роли секвенсора, в линию. То есть там есть дорожка, в данном случае у меня это массив, native инструмент. Все, кто там пишет дабстеп, drum and bass, знают про этот плагин, это просто эпичный плагин. Вот. И выход с этого плагина, конкретно с одного канала, у меня проходит через вот это устройство, выходит звуковой карты, в него здесь все это обрабатывается и возвращается обратно в Fruity Loops. И дальше там идет обработка уже компьютерная. То есть я почему говорю, у меня сегодня коммутация довольно-таки сложная. То есть все это входит, выходит, возвращается. У меня просто пустые каналы закончились, у меня нет физических разъемов. Собственно, все. Наверное, нужно показать, что представляют вот эти вот художественные звуки, которые издает эска. Объясню. Дело в том, что модуль delay, я смотрел схему, здесь очень специфично собран. Там, по сути, на логике реализован 8-битный ЦАП, цифроаналоговый преобразователь. То есть все может, слышали, да, что сейчас обработка 32 бита, 64 бита звука. То есть чем больше квантования, тем меньше на слух различимы какие-то ошибки оцифровки. А вот тут, представьте, 8-битный преобразователь. То есть, естественно, при какой-то перегрузке, каких-то определенных сэмплах, он начинает искажать. И есть, я думаю, многие знают, продюсеры, специальные даже плагины, называются биткрашеры, когда нужно какой-то сэмпл, допустим, исказить, мягко говоря, и квантование меняется с 16 бит, допустим, на 8, и получается такое искажение типа дисторшена, но необычное. Вот, в данном случае в этом устройстве оно заложено по умолчанию, просто тогда не было другой возможности. Вот эта особенность, проявилась чуть позже, я не знал о ней. Это только в ревербераторе есть. Собственно, я сейчас включу какой-нибудь сэмпл,
И, наверное, потихонечку расскажу. Сейчас у меня сбоку, я же говорю, есть два входа. Один гитарный, другой орган для музыкальных устройств. Так вот, органный он типа линейного, а гитарный, естественно, он с более большим коэффициентом усиления. И в данном случае он очень классно перегружает звук, то есть прям нереально перегружает. Поэтому я начну сейчас с чистого входа, как звук звучит в оригинале, и потом потихонечку буду набрасывать эффекты, показывать, что у нас есть, так сказать. Подключаемся. Так, я подключился. Запускаю сэмпл, да? Вот это он так звучит по умолчанию, скажем так, уже набросанный. Сейчас я покажу, как работает ревербератор. Запускаем. Собственно, про то, что я говорил, искажение, нереальное искажение. Вот кнопочка «Время» здесь названа, она в плагинах обычно Q называется, типа глубина. И, вы слышите, просто неимоверный звук идет. Забыл упомянуть, здесь есть еще фленджер. То есть, фленджер, если кто знает по схемотехнике, это тот же ревербератор, только с более коротким временем задержки. Так получается эффект фленджера. Вот. И здесь, естественно, опять же, со всеми этими предельными значениями получается нереальная перегрузка. Я сейчас переключусь на гитарный вход, кстати. Переключаюсь. Вот. Сейчас тот же самый сэмпл будет с перегрузом. Вот. Просто послушайте, какой здесь интересный перегруз. Такой жесткий дист. И если запустить сейчас фленджер, он будет заводиться и просто такие звуки прямо космические издавать. Сейчас запускаю фленджер, там кнопки еще 4 штуки есть, можно включить фленджер, и тут есть, получается, типа как память. В ревере запоминается кусочек, можно этот кусочек запомнить, он будет повторяться, такой маленький луп, но он не очень небольшой, там буквально кусочек. Запускаю сэмпл и фленджер на предельных настроечках. Послушаем. Слышите, да, куда он уходит именно далеко. И интересный очень эффект здесь вибрато на перегрузке. Вибрато, что это, как здесь, по крайней мере, реализовано, подается модулирующая частота где-то 30 Гц, и она гасит звук. Что интересно, остальные эффекты аналоговые, то есть если я включаю вибрато, то оно появляется плавно, работает, и когда я кнопочку отжимаю, оно снова уходит. То есть, прям все как надо. Запускаю, слушаем, как работает вибрато. Тот же самый сэмпл.
слышали, кстати, вот сейчас вот на хвосте ревера какое искажение интересное идет от 8-битного преобразования. Собственно, вот так все это круто звучит. Сейчас настроим обратно. Но, опять же, без контекста это абсолютно бесполезно. То есть, если это использовать в какой-то музыке, ну, скажем так, амбиент, какие-то спокойные стили, то есть это совершенно бесполезное устройство. Хотя ревербератор здесь очень напоминает по действию, то есть ленточный, он такие же тоже призвуки приятные издает, и по сути это еще устройство можно очень классно попробовать в даб-музыке, и я попробую. Но сегодня я хочу, как говорится, пройтись все-таки по жести и drum and bass, вернее, наверное, неурофанк, да, есть у меня такой один набросочек, и я хочу показать, как это все звучит. Слушаем.